Продолжаем вязание кардигана по диагонали на мамочкином канале. В предыдущем видеоуроке вы связали всю верхнюю плечевую часть кардигана до этих пор, и теперь мы будем вывязывать пройму, то есть здесь вязать по прямой. Здесь я на своем образце связала тоже небольшое плечо. Пока мы вяжем пройму, мы будем вязать отдельно полочки и спинку. Итак, сейчас я взяла даже контрастную ниточку, чтобы вы не путались, каким образом мы вывязываем место проймы. Итак, полочку мы продолжаем вязать также. То есть, как делали 3 столбика с краю, так и будем продолжать. У нас будет меняться именно вот эта часть у плеча. Продолжаю маркер я ставить на центральный столбик плеча. Это ряд у меня филейной сетки. Если вы вяжете, у вас какой-то другой ряд и не можете сориентироваться по ходу вязания, то пишите мне в комментариях, я помогу вам сориентироваться. В принципе, все просто. То есть полочку мы вяжем так же, как и всегда вязали. То есть вяжем филейку, пока не дойдем до плеча. Провязали всю полочку, доходим до плеча. В филейке мы останавливаемся, когда до помеченного столбика у нас впереди 1, 2, 3 столбика. Если это какой-то другой ряд, то останавливаемся, когда 2 столбика до отмеченного. Потому что в филейке мы вяжем еще воздушную, столбик пропускаем, и вот после этого пропущенного у нас остается 2 столбика до помеченного. Как мы эти 2 столбика до помеченного вместе с помеченным провязываем? 3 столбика будет с общей вершиной. То есть пропускаем столбик в следующий, вяжем не до конца столбик с накидом, в следующий не до конца столбик с накидом, и в помеченный тоже не до конца столбик с накидом. Провязываем все 4 петли вместе. Вот такие убавочки у нас будут по краю, где плечо, по пройме. Вяжем 2 или 3 воздушные, поворачиваем вязание. Вяжем полочку в обратном направлении. И опять нужно провязать вот такой же пучок. То есть это у нас как первый недовязанный столбик. Под воздушную вяжем 2 недовязанный столбик. Над следующим столбиком вяжем 3 недовязанный столбик и провязываем их одной вершиной. Вот опять эта троечка. Дальше у меня филейка. Окошки у нас всегда над окошками предыдущего ряда. Можно всегда себя поэтому контролировать. Если сбились, то найдите причину и перевяжите, чтобы окошки не плясали. Итак, дошла я до края полочки со стороны груди. И здесь, как обычно, заканчиваем этот ряд 3 столбиками над верхней воздушной предыдущего ряда. То есть с краю у нас все то же самое, ничего нового. 2 столбика в одну петлю и туда же еще патентный столбик с накидом. Опять 3 воздушные, поворачиваем вязание. Теперь столбик с накидом. Как он вяжется здесь? Опять же, в начале все то же самое, что и вязали до этого, 3 столбика. Над каждым столбиком и над каждой воздушной вяжем по столбику с накидом, пока не дойдем до плеча. Доходим до плеча. Когда мы вяжем ряд со столбиками с накидом, со стороны проймы вяжем таким образом. Вот последнее окошко, которое я сейчас должна убрать. Вяжу незаконченный столбик над столбиком, незаконченный столбик над воздушной, незаконченный столбик над пучком. Вот в это место слева от пучка провязываем незаконченный столбик и пучок заканчиваем. Следующий ряд. 2 воздушные можно, поворачиваем вязание.
Здесь тоже нам нужно избавиться от еще 2 столбиков, то есть как бы над следующим окошечком эти 2 столбика. Но это у нас ряд рельефных столбиков, поэтому мы рельефные и провязываем. Рельефный столбик над столбиком, который провязан над воздушной, незаконченный, накид и рельефный над столбиком, который провязывается тоже над столбиком. Провязываем 3 петли вместе. Остальные провязываем рельефными изнаночными столбиками. Если вы боитесь, что потеряете вот эту первую самую тройку, 2 воздушных и 2 столбика с одной вершиной, поставьте на нее маркер в начале ряда. В конце следующего ряда мы поймем, что вот это и есть последняя петелька. Так можно делать в начале каждого ряда, если вы понимаете, что вы сбиваетесь с этими убавками. Заканчиваем этот ряд как обычно. Над 2 предпоследними столбиками провязываем рельефные, а над последним, то есть это 3-я воздушная подъема, провязываем 3 столбика. 3-й из этих столбиков более высокий. Вот, в принципе, узор этих 4 рядов, который вам нужно запомнить. Сейчас я начну, как обычно, еще один филейный ряд и покажу его окончание, так сказать, для закрепления. Итак, подхожу к пройме. В конце я должна буду опять 3 петельки провязать вместе. Отмеченную, это верхушка пучка, следующую и следующую. В принципе, можно контролировать по окошечкам. Мы должны захватить, кроме пучка, столбик, который провязывается над воздушной, и столбик, который провязывается над столбиком. То есть убрать целую клеточку. Над этим столбиком у меня провязана воздушная, то есть соединяю я следующий столбик, следующий и верхушку пучка вместе. Опять 2 воздушных, поворачиваем вязание, собираем, как я уже это все показывала, во 2-м филейном ряду и вяжем уже клеточку над клеточкой. Ну все эти ряды я уже показала. Вяжем так дальше. И вот какая история получается. Здесь полочка продолжает вязаться ровно со стороны горловины. А здесь у нас ровно провязывается тоже пройма. Вот такая полоса на всю ширину полочки. Можете себя проверять. Количество клеточек меняться у нас уже не будет. Оно будет постоянным. Так вяжем это место на всю высоту проймы. В моем случае пройма у меня получилась 20 сантиметров. Это у меня, если по филейным считать полоскам, 1, 2, 3, 4 филейные полоски связано. И остановилась я, когда провязала ряд последний столбиками с накидом. Можете повторять за мной, можете пройму сделать по себе. Если размер большой, то лучше пройму сделать больше, на 2 сантиметра минимум. Нужно связать 2-ю полочку точно так же. Итак, если эту полочку мы навязали по изнаночной стороне, от края к плечику, то и здесь мы должны вязать по изнаночной стороне, только это будет уже от плечика к краю. Тогда мы получим изнаночную сторону. Делаем 1-ю петельку, прикрепляемся к отмеченному столбику центральному, 2 воздушных вместо 1-го незаконченного столбика с накидом, в следующий столбик
незаконченный и в следующий незаконченный. Такое начало мы уже вязали и на той полочке, поэтому я тут не буду уже углубляться. Это ряд филейки, значит, воздушная, пропускаем столбик, вяжем. Количество клеточек в этом ряду должно соответствовать количеству клеточек в этом же ряду на другой полочке, это понятно. Таким образом можете себя проверять. Здесь даже нет смысла мне показывать, как провязывать эту полочку. Со стороны груди на полочке вяжем 3 столбика, как обычно, последний высокий. Потом начинаем следующий ряд тоже с 3 столбиков, а заканчиваем вот таким пучком из 3 столбиков с одной вершиной, убирая одну клеточку. То есть столбик над столбиком, над воздушной и вот над этим пучком. Здесь в начале ряда, когда провязали пучок, поставьте туда маркер на верхушечку, чтобы вы знали, что вот это последняя петелька, чтобы ее не теряли. Столько же рядов вяжем на этой полочке, как и на другой, и переходим к спинке. Здесь тоже делаем начальную петельку, вяжем по тоже изнаночной стороне, так же как и полочки, прикрепляемся к тому же центральному столбику плечика, где у нас уже пучок на полочке провязан. Прикрепляемся и дальше вяжем тоже 2 воздушные, то есть точно так же, как только что я показывала, и пучок. Следующий столбик будет незаконченным и следующий. Если это ряд филейки, значит филейку и вяжем. Опять же можно пометить вот этот первый пучок в начале ряда, чтобы мы знали, что сюда провязывается последний столбик пучка в следующем ряду. То есть в следующем ряду мы уберем вот эту клеточку. Над столбиком провяжем незаконченный, над воздушной и над пучком. То есть то же самое, что мы вязали сейчас вот здесь, только будем вязать на спинке. А узор в центре спинки мы вяжем точно так же, без всяких изменений. И опять же вяжем столько рядов, сколько провязано на полочке, на всю высоту проймы. Вот я связала всю спинку. При вязании спинки мы провязываем пучок из 3 столбиков с одной вершиной с каждой стороны ряда. Проверяйте себя, что количество квадратиков с одной стороны треугольника и с другой стороны треугольника должно быть равно. И из ряда в ряд количество квадратиков тоже, пока мы вяжем пройму, у нас не меняется. При вязании одной из полочек мы оставляем с краю ниточку с клубком, не обрезаем. Остальные все ниточки можно обрезать и спрятать. А из этого моточка мы будем продолжать вязать кардиган, то есть уже вязать ряд, который соединит полочку со спинкой. Итак, надеюсь, что до настоящего момента вы справились со своей проймой. Она у меня вот такая маленькая, это просто потому, что у меня пример. Следующий ряд у меня ряд с рельефными столбиками, и он уже будет соединять полочки со спинкой под рукой. Предлагаю вам, так же как и я, отметить вершинку пучка у проймы на полочке, на спинке с 2 сторон и на второй полочке. Как мы будем соединять? Вот я здесь начала уже вязать из контрастной пряжи, чтобы вам было опять же лучше видно. Это ряд у меня сейчас с рельефными столбиками. Начинаем мы со стороны полочки вязать точно так же 3 воздушных и еще 2 столбика в одну петлю. Дальше все рельефными столбиками, все как обычно провязываем полочку, а покажу, как мы соединяем вот эти 2 места. Провязываем ряд наш, который мы сейчас вяжем, у меня рельефный ряд, и останавливаемся там, чтобы до отмеченной
петельки у нас было еще 2 столбика, всего 3. Эти 3 столбика мы обычно объединяли пучком из 3 столбиков с одной вершиной. Итак, провязываем незаконченный рельефный столбик над первым из оставленных столбиков, незаконченный рельефный над вторым, только 2 петли, и остается у нас пучок. Вот этот пучок нужно соединить с таким же пучком здесь. Предлагаю соединить столбиком с накидом обычным, незаконченным тоже. Накид, вставляем крючок в вершинку этого пучка на полочке. Сразу же вставляем крючок в вершинку пучка на спинке. Потом захватываем нить, протягиваем через пучок на спинке и протягиваем через пучок на полочке. И провязываем только 2 петли, то есть опять незаконченный столбик с накидом только здесь провязали. 4 петли на крючке. Дальше переходим к спинке. Здесь тоже надо задействовать еще 2 столбика после пучка. Накид. Вяжем рельефный столбик над столбиком, который провязан под воздушной, сразу после пучка. 2 петли провязываем. И незаконченный рельефный над следующим столбиком. 2 петли. На крючке 6 петель. Провязываем их всех вместе. Вот такой пучок, который стягивает 5 столбиков. И этот пучок надо всегда затянуть, чтобы он не расползался. Эта воздушная не будет считаться за воздушную, если у нас будет ряд филейки. Это просто такая затягивающая петля. Здесь у нас ряд сплошными рельефными столбиками, поэтому продолжаем вязать по спинке обычными рельефными столбиками. Дальше по узору. Провяжу сейчас столбиков 5 и покажу, какую подготовку мы сделаем для следующего ряда, чтобы нам не сбиться. Берем 2 маркера, которые как раз у нас освободились. Особенно это важно новичкам. Что мы имеем? Вот этот пучок, который стянул 5 столбиков. Вот все 5 столбиков у меня здесь между пальцами. От этого пучка вправо отсчитываем 2 столбика и ставим над вторым маркер. Это будет крайняя точка пучка следующего ряда. И второй маркер точно так же от пучка, но влево. 1, 2. Над вторым столбиком ставим. Вот эти 5 петель, помеченная, следующая, петля пучка, следующая и помеченная 5 петель, которые соберутся в пучок в следующем ряду. Все, так шикарно мы подготовились, чтобы упростить следующий ряд. Довязываем всю спинку обычно рельефными столбиками. И здесь проделываем то же самое. 2 столбика до отмеченного на спинке, отмеченные соединяем и 2 столбика после отмеченных. Вот таким образом соединяем и довязываем ряд до конца. Итак, вот он мой следующий ряд филейки. Пока что все как обычно. Что же делаем здесь? В филейной сетке у нас до маркера будет оставаться 1 петелька, над которой мы провязываем по узору воздушную. Дальше вяжем столбик. Но, как я сказала, от маркера до маркера мы все эти столбики должны собрать в пучок. Провязываем первый незаконченный столбик с накидом в отмеченную петлю, 2 петли. Следующий столбик
незаконченный. Дальше пучок. Сейчас его петелька уже слева от пучка, потому что мы перевернули вязание. Незаконченный, это третий уже столбик. Четвертый столбик незаконченный. И пятый отмеченный. Незаконченный. Опять 6 петель на крючке. Пучок из 5 столбиков собираем. И затягиваем, чтобы эта петля даже не растянулась, не дала расползтись этому пучку. Дальше, поскольку у нас филейка, то воздушная после пучка. Пропускаем столбик следующий. Вот в этот столбик провязан столбик пучка. Следующий пропускаем. И сюда вяжем столбик. Опять проследим, что мы вяжем над тем столбиком, который и был в филейке раньше столбиком, а не воздушной. Контролируйте окошки над окошками на протяжении всего кардигана. Итак, провязала немного и сейчас опять поставлю маркеры. Вот этот пучок, петля до него, это воздушная, и вот столбик второй. Над ним ставим маркер. И в эту сторону воздушная и столбик. Над столбиком ставим маркер. Вот эти опять 5 петель. Столбик воздушная, пучок воздушная, столбик, который мы должны будем собрать вот таким же пучком в следующем ряду. Ну все, в принципе, вяжем так дальше и дальше. Всегда делайте вот такие пометки для следующего ряда, и тогда вам будет очень просто. Считайте опять же количество окошек. Оно должно оставаться неизменным. Проверяйте себя. Также проверяйте, что окошки всегда над окошками предыдущих рядов. Если сбились, то перевязывайте. Ищите причину, почему. Пишите, если что, в комментариях. И мы так вяжем, пока вот этот нижний уголок спинки не достигнет самой нижней точки кардигана. То есть вот этот уголок нам покажет длину нашего кардигана. Учитывайте то, что кардиган после стирки немного подтянется. Если вы вяжете из хлопка, то отпаривайте по мере вязания и перед определением длины. У меня от самого верха кардигана до самого нижнего уголка получилось 12 филейных полосок. Рост у меня 164 сантиметра. А в следующем видеоуроке мы с вами будем довязывать вот эти недостающие уголки. Тоже это будет специфическая работа, но мы вместе справимся. Спасибо за внимание. Оставайтесь с мамочкиным каналом. Пока!